А знаете, что общего у американской миграционной системы, рыбу-фугу и годового отчета корпорации Росагропромснаб? Если вы не профессиональный юрист или не сидите на успокоительных в чатах мигрантов, то ничего. А зря. Потому что во всех трех случаях вас пытаются убедить, что вокруг смертельная опасность, все горит, бюджеты утекают в песок, и только срочное вливание денег в чьи-то карманы может спасти родину. А подкисшую рыбу-фугу вам при этом продают по цене свежайшей осетрины. Сегодня мы разберем этот великий миграционный цирк без истерики, без слез сочувствия и без адвокатского пафоса. Чистая управленческая экономика, железобетонные цифры и легкий цинизм. Поехали! Давайте начнем с главного диагноза цифровой эпохи, с индустрии страха. Откройте почти любой иммигрантский паблик в Телеграме или Фейсбуке, и там каждый второй как фронтовой корреспондент. Внимание! Возле Walmart замечен белый пикап Айс. Все. Облава уровня Третьего рейха. Не выходите из дома. Рисуют какие-то интерактивные карты, там точки расставляют, где Айс присутствует. Каждый может онлайн посмотреть, где он находится прямо сейчас в окружении врагов там и сколько метров до ближайшего агента. Ну а у дальнобойщиков на трассе вообще отдельный круг цифрового ада. Тысячи машин обмениваются радиоэфиром и засоряют этот радиоэфир сплошным потоком. Вижу Айс, алярм, алярм, повторяю, вижу Айс, передаю по буквам. Айс. Люди на птичьих правах, в скобках, или просто особо впечатлительные товарищи, живут в последнее время в перманентном психозе, подогреваемым различными медиаресурсами и активистами всех мастей. Случаи, когда кого-то забрали и реально заперли в детеншн, из этих чатов перетекают в устную легенду, множась и обрастая голливудскими подробностями. Да, трагические инциденты в Америке случаются. Иногда задержания на местах перерастают в жестокие потасовки и даже в стрельбу, что мгновенно взрывает мигрантскую среду и разгоняет хайп до небес, превращая локальные ЧП в облавы по всей стране. Но все же эти случаи остаются единичными. На фоне огромной страны с огромным населением, и каждый случай он крайне неоднозначен. В целом это все не похоже на расстрелы у стенки патрулями в комендантский час. А теперь давайте включим холодную голову и логику. Ну, начнем с того. Вот у меня, к примеру, нет проблем с легальностью. Живу в нормальном районе с низкой концентрацией нелегалов, или, возможно, их даже полным отсутствием. И за последние 1,5-2 года с момента прихода Трампа я ни одного агента вообще на горизонте не видел. Не потому, что я какой-то там неуловимый Джо или там живущий в глухой американской глубинке, куда даже птицы не долетают. А потому что реальная машина федеральных ведомств, любых, это не всевидящее какое-то око Мордора, и оно не будет тратить ресурсы там, где нельзя срубить палок. Они прекрасно знают все места концентрации, компактного проживания, где вот эти все товарищи живут, и они не поедут ловить людей в районах, где нелегала можно взять лишь случайно. А так как основная масса мигрантов живет компактно, они попадают в некую такую мощную эхокамеру. Реально видят Айс у себя под окном. Или на ближайшей весовой, там тракисты. Боятся потом выходить из дома и искренне верят, что это происходит на каждом перекрестке по всей стране. Их коллеги по статусу из других регионов это активно подтверждают, потому что тоже живут компактно и видят примерно ту же картину. Но этот неповоротливый, бюрократический, вечно кадрово-голодный аппарат, у них просто нет физических ресурсов ловить каждого встречного. При этом давайте будем честны до конца. Для тех, кто недавно перешел границу или имеет за душой криминальный хвост, риски, конечно, выросли кратно. Это сейчас целевая аудитория. Но если вы сидите в стабильном, хоть пока и не подтвержденном судами статусе и стрясетесь от каждого шороха, это уже не угроза, а фактически психоз. В целом у нас нет цели критиковать действия властей или политических партий, мы просто разбираем сухие цифры и вот эту сложившуюся анатомию страха в мигрантской среде. Да и кто мы такие, чтобы кого-то там критиковать? Начальству виднее. Как говорил Салтыков-Щедрин, у нас умение не в том состоит, чтобы рассуждать, а в том, чтобы начальству повиноваться. И уж поверьте, дураков там нет. Каждое ведомство отрабатывает свой бюджет с ювелирной точностью. Ну а все-таки этот психоз кому-то выгоден. Ну так кому? Во-первых, политикам. Демократы развивают любую активность до уровня катастрофы. Республиканцы им вторят с лозунгом «Мы наконец-то спасаем Америку».
Обе партии слились в экстазе в деле разгона этой истерики, превращая локальный бюрократический шумок в настоящий блокбастер. В целом понятно, Америка любит шоу, а политики любят рейтинги и пожертвования. Во-вторых, как обычно, около миграционной армии посредников, юристов, тех, кто зарабатывает на бесконечном процессе, независимо от партийной принадлежности. Монетизация паранойи в чистом виде. И это уже касается не только нелегалов или беженцев. Даже те, кто живет абсолютно легально и с чистейшей биографией, начали нервничать. После того, как в конце 25-го, в начале 26-го года администрация вела усиленные проверки через ФБР, включая повторную прогонку отпечатков пальцев для многих pending deal, плюс ревьюз, грин-карт, кейсов из стран повышенного риска. Из каждого утюга понеслась, система лютует, всех перепроверяют. Адвокаты, конечно, своего не упустили и тут же включились в игру по полной. Мы перепроверим ваш кейс на скрытые проблемы, о которых вы даже не подозреваете, и подготовим к возможным дополнительным вопросам и будем рядом с вами на интервью. Их можно понять, ничего личного, просто бизнес. В итоге даже обычная форма N400 на гражданство, которую раньше спокойно заполняли онлайн за пару вечеров, теперь очень часто идет через юриста. Да и тарифы заметно выросли. За относительно чистый кейс теперь просят от 3000, а с полным сопровождением и гарантиями безопасности в дорогих штатах легко уходят за 8-15 тысяч долларов и выше. Люди стали новой нефтью, как говорил один из политиков. А блогеры? Блогеры тоже не ушли обиженными. Пока в чатах идет ор про облавы, рынок нативной рекламы и рекламных интеграций на том же YouTube в финансовых новостных нишах пробил исторические потолки. CPM в горячих темах улетел 30-65 долларов за 1000 просмотров в зависимости от региона, а стоимость интеграции в средних каналах по статистике подскочила на 54% по сравнению с прошлым годом. Паника в итоге кормит всех. Юристы покупают 3-ю яхту во Флориде, стримеры ставят себе новый свет и студийные микрофоны и летят в отпуск на Гавайи. А система продолжает имитировать дальше бурную деятельность. Даже я записал подкаст на эту тему, как говорится. Вы хотите с этим бороться? Нет, я хочу участвовать. Давайте раз и навсегда расставим точки над «и» в этой бюрократической кухне, чтобы никто не подкопался. Обыватель, как обычно, путает все со всем. Для них простой остановленный айс под рулем работяга равносилен фактически человеку, который уже летит в наручниках над Атлантикой. А реальный конвейер работает строго по этапам. Задержание, то есть остановка, apprehension. Вас, к примеру, прихватили на улице, на дорожном посту или завернули на беседу в условный рабочий пикап для проверки документов. Проверили документы, переписали данные, отфотографировали, пробили по базам, почесали затылки, что с вами делать и отпустили. Классический процессуальный ритуал, то есть протокол есть, палка есть, работа какая-то проведена, все, зарплата отработана. Следующее – это арест и выдворение в изолятор. Да, кто-то попадает в детеншн. Детеншн – это когда вас не отпустили с миром, а физически взяли, упаковали в этот детеншн-центр. Повод тут может быть разный. Нарушение визового режима, у вас ничего нету абсолютно. Ранее, возможно, выданный ордер, какой-то неявка в суд по повестке. Или какое-то любое отсутствие легальных оснований находиться в стране. Но опять же, камеры не резиновые, бюджет трещит по швам, потому что каждый задержанный обходится по $170 в день. И по статистике ТРАК далеко не каждый остается там надолго. Фокус сейчас смещен на приоритетные категории, такие как люди с судимостью или выписанными ордерами. Обычно даже кто попадает в этот детеншн-центр, порядка 70%, наверное, выходят в течение 1-3 дня. Остальные, конечно, могут зависать надолго, и по полгода сидят. Переходим дальше. Есть предписание о явке в суд, то есть посадили вас в детеншн, к примеру, через 3 дня отпустили с предписанием о явке в суд. То есть notice to appear. Это вообще главный шедевр юридического абсурда. Человеку, значит, выписывают бумажку с требованиями явиться на заседание, и тут кроется главный циничный фокус.
Из-за колоссального перегруза судов, а сейчас активно национальный бэклог перевалил за 3,5 миллиона дел, новые даты слушаний в загруженных штатах, вроде там Флориды, Нью-Йорк, Иллинойс, начинаются какие-то прямо фантастические цифры, то есть назначение судов на 2031 год, 2033 и даже 2035 год, я знаю случаи. Ну, то есть представьте, человек спокойно живет, работает, там платит налоги или как-то что-то еще, растит детей, еще фактически целое десятилетие, пока неповоротливая система попытается до него добраться, и он появится в суд, там, допустим, который решит его судьбу, статус, там, что-то еще фактически через 10 лет. Ну, и самое главное, это вот реальный ремувал, то есть депортация. Это да, это финальная точка, когда человека реально под конвоем подгрузили там в чартерный рейс на самолет и выкинули за пределы США. Так вот, сами смотрите, вот между пунктом 3, суд там на 33-й год, к примеру, и пунктом 4, реальный вылет, лежит пропасть размером в несколько световых лет. То есть, ну, до суда дожить еще как надо там. Дальше переходим. Самодепортация. Это одна из самых больших категорий, потому что люди уезжают. Self-deportation – это вот когда человек начитался там различных истерических тиктоков, запаниковал или какие-то, может, там экономические факторы, может, что-то не понравилось, решил, допустим, попробовать себя в условной Аргентине, сам купил билет на самолет в один конец или воспользовался там государственными программами, SBR One, там сейчас вроде по $3000 на человека дают, все там, получил деньги или потратил свои и уехал. А ведомства потом радостно записывают ее в свои победные отчеты. Вот, смотрите, план выполнен, враг сбежал. Хотя, по большому счету, государство палец о палец в этом случае не ударило. Так вот, я говорю, что для чистоты картины реальных чисток вот этих товарищей, которые самодепортировались, считать не надо. Они как приехали, так и уехали. Поэтому со всеми вот этими громогласными ужесточениями почему-то упорно ничего не срастается. Да, текущий аппарат стремится выдавать максимум показателей, много проверок действительно, но в любом случае они пока не дотягивают до обещанных космических цифр, там 1 миллион депортаций в год, даже с учетом self-deportation. Все это упирается в тупики инфраструктуры и судебных завалов, про бэклог я уже говорил. По кулуарам уже ходят упорные слухи о будущей масштабной легализации тех, кто пустил корни, не имеет там никаких криминал рекордс. А администрация уже де-факто соглашается не трогать тех, на ком не висит реальная уголовка. Апофеоз этого цирка можно было, к примеру, наблюдать во Флориде. Помните разрекламированный Гейтор Алькатрас? Изолятор построили на болотах Эвельглейс, о котором кричали из каждого утюга, продавали прикольный мерч. Кстати, жаль, что не купил на память. Так вот, этот проект тихо свернулся и закрылся с миллионными убытками. Без мощного федерального финансирования и подвой возмущенной общественности вся эта грозная показуха схлопнулась быстрее, чем палатка с мороженым в шторм. И как это все выглядит на фоне вот этой вселенской истерики? Ну, выглядит, конечно, потрясающе. Инфраструктура изоляторов оптимизируется в минус, то есть новые не строятся, старые закрываются. Зато исправно выдаются рабочие визы. Привет дефицитным H1B. И оформляются квоты для сотен тысяч студентов, из того же Китая, там вроде квоту получили они 500 тысяч. То есть львиная доля этих категорий никогда не уедет из страны. В итоге, получается, вот эти люди прибывают, какие-то убывают, и все это на одном месте остается. То есть шуму на 100 баксов, а результат на 3 цента. Если посмотреть вот на эпохи, давайте взглянем на сухие, вот очищенные от всей этой шелухи цифры реальных официальных депортаций, которые были при предыдущих президентах, без учета вот этого панического психоза и каких-то самодепортаций, это вот веяние нового времени. Начнем с Билла Клинтона. Он не так много депортировал, то есть примерно по 70-80 тысяч в год, но заложил базу жесткого контроля за этой ситуацией, и в принципе он как основатель. Дальше шел только рост. Барак Обама, его даже прозвали Deporter in Chief, то есть
шеф депортации, абсолютный рекордсмен в современной истории, его пока еще никто не переплюнул. За 8 лет его администрация реально вытурила почти 3 миллиона человек. То есть в пик 2012 года приходилось там чуть ли не полмиллиона, там 400 с лишним тысяч реальных депортаций. Дональд Трамп, первый срок, при всей его громогласной риторике, вот этих вот запретительных каких-то ордерах и даже там ситуация ковид, когда были сложности с авиасообщением, то есть люди меньше прибывали, он выдал в среднем где-то 230 тысяч реальных депортаций в год, то есть у него пик пришелся на 2019 267 тысяч. Вся машина уперлась в суды и законы. Следом пришел Джон Байден. Джон Байден, да, на выходе дал гигантские объемы за счет приграничных ускоренных высылок, включая эпоху Title 42, перекрыв отметки в сотни тысяч ежегодно. Ну, а текущий период, по данным DHS, миллионы уехали сами, плюс сотни тысяч официальных ремувс. Темп вроде взяли солидный, заметно выше, чем первые годы предыдущих администраций, но до заявленного миллиона в год пока не дотягивают. Из-за инфраструктуры, то есть новые детеншены не строятся, задержанных просто некуда девать, судебные завалы и сопротивление стран приема, то есть страны просто не принимают вот этих вот всех депортированных, говорят, мы не знаем, кто такие, отстаньте от нас. Машина работает, ну, далеко не так быстро, масштабно и беспощадно, как это рисуют в тревожных штатах. Зато, конечно же, есть и плюсы. Кормовое поле абсолютно неисчерпаемо. Через месяц можно провести какой-нибудь новый рейд в том же районе, поймать ровно тех же самых людей, проверить документы, снова отрапортовать о задержаниях и получить премию за рост показателей. Это чистый KPI у борос. То есть змея, которая кусает себя за хвост, но за каждый укус получает квартальный бонус из кармана налогоплательщиков. Знаете, вот Джон Кеннеди когда-то сказал: не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, а спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны. В нашем же исполнении этот классический призыв звучит куда прагматичней. Не спрашивай, что государство может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для бюджета АИС, не дожидаясь повестки. А чтобы этот исторический процесс прошел максимально комфортно, наши партнеры с Amazon подготовили специальный набор экономного, социально ответственного экспата. В первую очередь это вещмешок ГУЛАГ стайл, чтоб ностальгия по казенным стенам накрывала еще в процессе поездки до ближайшего аэропорта. Также профессиональные наручники, розовые с пушистой опушкой, одобрены Госдепом для комфортного прохождения процедур депортации. Сухпайок «Последний шанс». Калорийный, чтобы дотянуть до границы без лишних вопросов от Border Patrol. Ну и, конечно же, курвиметр, чтобы точно не заблудиться по дороге к терминалу аэропорта, когда навигаторы перестанут работать. В общем, налетай, не скупись, покупай живопись. Ссылки на все позиции в описании этого подкаста. Откроете, прочитайте, там есть ссылочки. Может, что-то понравится, какие-нибудь розовые наручники купите. Каждая вот покупка розовых наручников приближает нас к покупке нового микрофона для еще более циничного разбора местной бюрократии и последующего отдыха на Гавайях в компании других блогеров и миграционных адвокатов. Так, продолжим. Ну, давайте вот перейдем к тому. Вот смотрите, при Бараке Обаме вероятность обычного нелегала и человека с призрачным статусом реально попасть под каток депортации была примерно вот процентов на 30-40 выше, чем сегодня. То есть сейчас даже риски меньше, чем при Обаме там, или Байдене. Ведомства Обамы паковали людей на заводах, выцепляли из пригородов и высылали пачками без лишних соплей. Никто об этом не слышал. Никакой истерики не было. Знаете почему? Потому что тогда не было такой раздутой индустрии хайпа, алгоритмов там TikTok, YouTube и вездесущих интерактивных карт. Была другая медиасреда. Сегодня же пресса и соцсети выставляют любую активность администрации как грандиозную чистку, создавая там у избирателя, у жителей иллюзию космической работы, там какого-то фашистского режима, там прочих ужасов. Им выгодно довести иммигранта до состояния нервного тика,
чтобы он там не поддерживал там какую-то республиканскую партию или был против Трампа, или там, чтобы побежал платить адвокатам по 5-10 тысяч долларов за заполнение формы, или вообще просто от страха свалил сам. Это чистая экономика страха. Система сама живет ради процесса, как обычно, бюрократия крутится, адвокаты ради гонораров, то есть это не им минус, это им плюс, а блогеры ради просмотров. Еще раз повторю, как говорил у нас один из мировых политиков, люди стали новой нефтью. В общем, короче говоря, мой поинт предельно прост. И считается цыплят по осени тех, кого коршун реально утащил, то есть депортировал. Смотрите в цифры действительно депортированных, безжалостно отсеивая всю эту информационную шелуху и сотрясение воздуха по поводу задержанных на трассах или получивших повестку в суд на 1937 год. Вся официальная статистика министерств, все эти отчеты судов, ведомости, актуальные базы ТРАК, там, официальные ежегодники, вот эти DHS Yearbook of Immigration Statistics, регулярные отчеты об исполнении бюджета, ICE Enforcement and Removal Operations находятся все в открытом доступе. Вот просто там спросите какой-нибудь искусственный интеллект или сами там загуглите, найдите эти ссылки и посмотрите. Я попробую кинуть их в описание некоторые. Ну, если хотите более подробной информации, поищите, все найдете, чтобы перепроверить и убедиться там, что паника – это один из самых прибыльных бизнесов в современной Америке. Ну, а в комментариях обязательно напишите не только там согласен, не согласен, а вообще поделитесь своими наблюдениями. Интересно услышать. Особенно интересно это вот от тех, кто живет в разных штатах, там не за границей, а именно в Америке, вот в разных штатах, и как вот реальная картина выглядит у вас там. Ну, также, может, вам будет интересна какая-то другая горячая тема для разбора. Напишите, также раскидаем по цифрам, обсудим. Может, допустим, пройдемся по Великой Трамповской стене на южной границе. Реально там что-то происходит, реально перекрыта граница. Или тоже какие-то бюрократические заморочки и информация маленько не такая, как преподносят СМИ. На этом все. Давайте услышимся в следующий раз. Всем спасибо. Пишите комментарии.